Возле городской помойки остановился автомобиль. Из него вышел мужчина, держа в руках мусорный пакет. Когда он подошел к баку, то обнаружил совсем крошечного и худенького котенка, который был не больше мышки и выглядел так, словно родился пару часов назад. Он не умел еще ходить, потому неуверенно качался на лапках, которые разъезжались в стороны у контейнера с мусором, откуда, может, и выбрался. Мужчина посмотрел по сторонам и был удивлен. Мимо идущие люди никак не реагировали на плач кошачьего детеныша и даже не смотрели в его сторону. Стало ясно, что никто ему не поможет. Да и как помочь? Без мамы у такого малыша, вероятнее всего, нет никаких шансов, так подумал мужчина, но не смог его там бросить. А на следующий день мне пришло сообщение в соцсети от его жены, которая прислала фото котенка и попросила помочь, сказав, что они часто ездят в командировки, а его никто не хочет брать из знакомых. Когда я увидела кроху, то мне сразу стало ясно, что выходить его будет очень непросто, и мало кому это под силу. Я не могла отказать малютке и написала в ответ: «Берите детскую смесь и везите его ко мне». Когда я увидела Мурчика вживую, то просто обомлела. Вышло так, что на снимке он выглядел намного больше, а в реальности помещался в согнутой ладони. Меня это очень расстроило, ведь в возрасте 5 дней, а на вид ему было точно не больше. Без кошки выживают лишь единицы, и то при максимально качественном уходе. Мурчик был недоношенный, очень слабый, но открыл глазки раньше времени. Я сделала для него сумку-переноску и застелила ее меховым воротником, который оторвала от своего пальто для имитации матери, а еще мягенький пледик. В квартире было холодно, тем более, что у новорожденных котят еще есть проблемы с терморегуляцией, потому купила для малыша грелку и положила на дно сумки. Каждые 2 часа кормила кроху из соски детской смесью, которую можно давать с рождения, она всегда помогала в таких случаях. Однако кушал он совсем мало, по 10 грамм, но при этом часто и громко причмокивал. И что нас удивило, он все время мурчал, с первого же дня и подставлял свои крошечные ушки, чтобы их почесали. Мурчик очень слабо рос и прибавлял в весе, как и все на искусственном кормлении, однако в плане ума он оказался удивительным малышом и, кажется, считал себя человеческим детенышем. А для кого-то он стал мусором, и его просто выбросили на помойку. Я не понимаю, кто на такое способен, ведь он совсем крошечный, беспомощный и совершенно беззащитный.